Каждый год миллионы туристов приезжают в Стокгольм, и большинство из них видят только самые известные улицы, знаменитые памятники и главные площади. Но настоящий Стокгольм спрятан не в туристических маршрутах, а в деталях, которые почти никто не замечает. Рад приветствовать вас, дорогие друзья! Сегодня мы в красивом, но промозглом Стокгольме, и сегодня я покажу секретные места этого чудесного города, шведской столицы. Пойдемте! Перед нами Гамла Стан, старый город Стокгольма. А это Сторторгет, главная историческая площадь города. Практически каждый гость шведской столицы, приезжающий сюда, обязательно оказывается именно здесь. Но даже на самой известной площади старого города есть детали, которые легко не заметить. На углу этого дома до сих пор можно увидеть старое пушечное ядро, будто вдавленное прямо в стену. С этим ядром связана городская легенда. Говорят, что когда-то выстрел был направлен шведского короля, но стрелявший промахнулся, и ядро попало в фасад здания. Возможно, именно подобные тревожные времена, перевороты и кровавые события делали людей более религиозными. И свою веру они старались выражать, оставляя библейские цитаты прямо на стенах домов. На самом ярком доме на Старой площади Стокгольма стоит красный дом в голландском стиле, и мало кто замечает, но на нем есть такая табличка, на которой изображена надпись. Это библейский псалом из книги псалмов, который на современной Библии звучит вот следующим образом: «Верь в свой путь Иегове, положись на него, и он будет действовать». Стих такое о доверии Богу, и этот дом построен был в 17 столетии немецкой семьей, поэтому и текст псалма написан на немецком языке, и известно, что семья была набожная, религиозная, как в то время многие были, и зажиточная, разумеется. Конечно, вот эта табличка означала то, что семья верит в Бога, доверяет Ему, полагается на Него, что, собственно, неплохо, в том числе и для богатых людей. Но мы пойдем дальше. В старом городе Стокгольма история встречается буквально на каждом шагу. Иногда это память о трагических событиях, а иногда след той эпохи, когда самого Стокгольма еще не существовало. Взгляните, какое удивительное место я нашел. В стену обычного жилого дома встроен настоящий рунический камень эпохи викингов. Этому камню почти 1000 лет, и он старше самого города. Изначально это был отдельный памятник, а позже его использовали как часть здания. И сейчас здесь, в Стокгольме, буквально встречаются разные эпохи истории. А сейчас мы дошли до самой узкой улицы старого города. Это переулок Мортена Троцега. Находясь здесь, кажется, будто попал в настоящий средневековый город. Туристам часто показывают эту улицу, но далеко не всем удается по ней пройтись. Конечно, такой довольно-таки забавный аттракцион — пройтись по этой улице и увидеть, что расстояние от одной стены до другой вот примерно как от вытянутой руки человека, то есть в районе 1 метра. Это самая узенькая улица в Стокгольме. Если продолжить прогулку по старым кварталам Стокгольма, можно найти место, где история продолжается уже несколько столетий подряд. Перед нами знаменитый ресторан Den Gyldene Freden – «Золотой мир». Он работает с 1722 года и попал в книгу рекордов Гиннесса как старейший ресторан мира с сохранившимся историческим интерьером. К сожалению, когда я сюда пришел, ресторан оказался закрыт, и попасть внутрь мне, увы, не удалось. Но даже снаружи это место производит сильное впечатление. Но впечатление в Гамла-Стане производят не только известные здания и знаменитые места, такие как главная площадь города Сторторгет, где мы были чуть ранее. Сторторгет, конечно, красивая площадь, но мало кто знает, что в старом городе есть маленькие такие уютные площади, на которых практически не бывает народу. И такие площади, вот такая какая-то, называется Набранда Томптен. Маленькая уютная площадь, здесь кафе, красивая архитектура, дерево и очень уютная, домашняя, спокойная такая ламповая атмосфера. Именно в таких маленьких двориках, на тихих улочках и даже рядом с самыми известными местами можно встретить детали, которые на первый взгляд кажутся незаметными.
Как же люблю такие вот детали, объекты, когда рельефы, настоящие произведения искусства, скульптуры вот встречаются по городу в общей доступности, какие-то исторические события или мифологические, или библейские, может быть, даже сюжеты изображены на них. Очень напоминает Италию. И, кстати, символично, что здесь рядышком находится такой магазинчик антикварный или не антикварный, не знаю, где как раз венецианские маски. И действительно дух Италии рядом вот с Георгием Победоносцем можно как раз почувствовать и увидеть. Как мы увидели, именно такие детали и создают ощущение живого старого города. Но история Стокгольма – это не только средневековые стены. Иногда она продолжается уже совсем в другой эпохе. Вот в этом доме когда-то жили Бенни Андерсон и Фрида Люнгстаг из знаменитой шведской группы Абба. И большинство туристов проходят мимо, даже не подозревая об этом. А теперь давайте пройдем всего несколько минут дальше, и здесь Стокгольм снова меняется. Шумные улицы старого города остаются позади, и перед нами уже совсем другая сторона исторического центра. Ну а сейчас я нахожусь на острове Ридальхольмен. Это остров, который совсем рядышком с Гамластаном, со старым городом. Их соединяет небольшой мост, по которому можно за 1 минуту перейти. И вот как раз сзади вы видите здание, где вручают Нобелевскую премию. И интересен этот остров тем, что на нем не так много туристов, но здесь очень красиво, просторно, потому что рядом море, шикарнейшие просто панорамы, виды открываются здесь с набережной. И, конечно же, это один из самых красивых видов панорам Стокгольма, которые здесь можно увидеть в этом городе. И здесь, конечно, очень-очень красиво, приятно здесь находиться, любоваться потрясающим местом. Итак, мы на острове Ридальхольмен. Здесь находится церковь, усыпальница шведских королей на протяжении нескольких веков. Рядом с церковью стоит дворец Врангеля. Так он назван в честь знаменитого шведского полководца Карла Густава Врангеля. Современный вид дворец получил в 17 столетии. После пожара королевского дворца в тот период именно здесь временно размещалась королевская семья. А неподалеку можно увидеть старинную круглую башню, напоминающую о более раннем средневековом Стокгольме. Но главное здесь, на Ридальхольмене, это атмосфера. Отсюда шведская столица выглядит особенно красиво, спокойно, величественно и будто вне времени. И именно в таких местах особенно хорошо понимаешь, почему Стокгольм считается одним из самых красивейших и живописных городов Европы. Надеюсь, друзья, вам понравилась эта небольшая прогулка по старому городу, и вы увидели Стокгольм, возможно, с новой стороны, увидели места, которые не видят рядовые туристы, и надеюсь, что вам понравилось. Поэтому, если есть возможность, можете нажать на лайк или написать в комментарии, какой город Европы, какая столица Европы ваша самая любимая. Будет приятно узнать ваше мнение. Ну, а я с вами прощаюсь, и до новых встреч в новых приключениях. До новых видео. Пока!